девочки, феечки, всем привет! В сегодняшнем эфире я бы, конечно, больше хотела погрузиться в тему декора, сочетания вообще таких тканей. Я думаю, что те, кто давно следит за моим творчеством, кто знаком со мной, знают, что я ткани очень люблю, и вообще небольшой кусочек ткани может послужить для меня вдохновением для создания целого, как образа для куклы, или даже иногда порой для создания самой куклы. Я думаю, что пару минут я бы хотела поделиться с вами теми приемами, которые я использую, когда, во-первых, покупаю ткани, да, потому что без покупки ткани это никто из нас не обходится. Я просто хочу поделиться с вами несколькими советами, чтобы сократить количество покупки ненужных тканей. А затем уже поговорим конкретно на примере той кукольной одежды, которая у меня есть. У меня здесь подготовлено много стопочек тканей, и я расскажу, какими принципами я пользуюсь, когда сочетаю их, как я подбираю. Но прежде всего я хочу ответственно заявить, что все, что вы услышите и увидите сегодня в эфире, основано только на моем личном опыте, моих вкусовых предпочтениях. И, конечно, вполне возможно, они вам не понравятся, даже с какими-то вы не согласитесь. Вы имеете на это полное право. Во Вселенной столько вообще возможностей именно по сочетанию, по использованию тканей, что если посвящать эфир именно о всех возможных сочетаниях тканей, то мы будем, наверное, года 2 сидеть в эфире. Во-первых, тут мне муж сказал, опять достала свои волшебные карточки. Может, кто-то еще не знает, но вот такие выкраски, которые можно брать в магазинах, где продаются краски, абсолютно бесплатно. Девочки, я всегда говорю, зайдите в ближайший магазин, где продаются краски, и наберите себе вот таких выкрасок. Это вам не будет, не стоит ни копейки, никто вас за это не одернет. В принципе, они для этого и предоставлены в магазине, чтобы люди их, в принципе, там брали и прикладывали к стенам. Поэтому вы можете, не стесняясь, брать столько оттенков, да, столько бумажечек, сколько вам нужно. Во-первых, я их использую в скрапе, но прежде всего они для меня служат такой некой цветовой палитрой, которой я тоже пользуюсь в качестве вдохновения. Здесь, кстати, даже можно имена потырить. Вон, смотрите, Камиль. Отличное имя. Мус. И Тиффани. Так что, взяв вот такие карточки, вы можете оставить их вот в таком готовом виде, как они есть. Но я рекомендую девочкам, и вообще, когда у нас был эфир с софтбуком, я рекомендую, например, повырезать из них, например, небольшие квадратики, или прямоугольнички, кружочки, кто как больше любит, и завести себе небольшую тетрадочку. Я сейчас, например, покажу. У меня, честно скажу, у меня для швейных идей и вдохновения есть целый альбом. И выбрав какую-нибудь светленькую страничку, вы можете себе вот такие раскладочки поделать просто как цветовые сочетания, посмотреть, что где с чем сочетается. Такие квадратики вы можете сделать и из ткани, но мой совет, если будете подклеивать, клейте только вот эту верхнюю часть, чтобы при возможности, да, вы могли взять кусочек ткани и вот так вот, например, подложить и посмотреть, как они с другом сочетаются. Это у меня такой альбом
для домашнего использования. Если вам вообще не заходит тема вот таких ручных альбома с ручной работы, лично я и никто в мире не обязывает вас их делать. Вы можете взять вот такие небольшие блокнотики. Мой совет, чтобы они были не с разлинованными листами, либо состаренные, вот такие желтые, да, либо белые. Тут уж смотрите сами. И вот, например, к такому блокнотику, к листам, просто собрать из него все ваши кусочки, которые у вас есть. И с таким небольшим блокнотиком ходить в магазин за тканями. Во-первых, что для меня важно, что это уберегает меня от покупки, во-первых, тканей с одинаковыми оттенками, да, или принтами. Или, например, вот есть у меня кусочек, и я не знаю, как его сейчас комбинировать. Можно приходить с таким блокнотиком прям, в магазин и, естественно, вот так вот уже подбирать, а не тащить с собой рулоны ткани. И, в общем, это, мне кажется, такой альбомчик, он не займет у вас много места в сумке или в рюкзаке. И особенно если вы, когда ездите, допустим, в путешествие, да, понятно, что там на эмоциях, заходя в какой-то магазин, где необычный ассортимент, лично я теряюсь и начинаю просто скупать, все, что мне понравилось. А когда приезжаю домой, уже немножко остыв эмоционально, понимаю, что накупила ткани, которые, в принципе, не знаю, как использовать и куда, и вот это начинается хранение. Бесконечное, долгое пожизненное хранение тканей на полках. Это, наверное, самый худший вариант, который может быть для меня. И, если честно, я бы $1 000 000 отдала за такой эфир, который бы я посмотрела в начале своей творческой карьеры, или творческого пути. Потому что мне пришлось очень много времени, денег, ненужных тканей потратить на то, чтобы прийти вот к таким основным правилам, да, найти свои сочетания, найти ткани, которые мне бы понравились. Если бы мне вначале об этом кто-то рассказал, я бы избежала вот такого захламления своей квартиры. Конечно, я, как и многие из вас, только начав свой творческий путь, я, заходя в магазин, честное слово, я скупала там по 5 метров ткани, которые мне нравились, с мелким цветочком. И только там через какое-то время, год-два, я понимала, что я шью из него одно платье, и мне эти 5 метров, вообще никак не нужны. И я хочу, чтобы, если вы тоже, например, испытываете затруднения, или у вас есть точно такая же проблема, вы заходите в магазин и начинаете просто покупать понравившиеся ткани, не понимая, куда и зачем, как вы их будете использовать, то вам вот этот совет по приклеиванию квадратиков будет интересен, или вы им воспользуетесь и просто будете думать, как я раньше ходила по магазинам без такого блокнотика. Поверьте, блокнотики стоят недорого, обрезочек ткани всегда можно сделать, можно даже срезать кромочку, да, сейчас, у всех тканей практически есть кромки, если вы не хотите портить, сейчас найду какую-нибудь тканюшечку, если вы не хотите портить ткань, то на ткани чаще всего есть вот такие цветовые раскладки, и вы, кстати, тоже можете их обрезать и подклеивать в такой блокнот, и уже с ним ходить, покупать ткани. Поэтому не ленитесь, попробуйте выбрать вечер, перебрать все свои тканюшки или, по крайней мере, ткани, которые вы подобрали себе для близлежащих каких-то своих проектов. Да, я знаю, там многие в выставках участвуют, создают целые коллекции, и какой-то не хватает ткани. Вот походить, поприкладывать вам, я думаю, это будет интересно. И сейчас можно приступать к самому интересному. Я бы хотела рассказать о 4-5 приемах, которые я использую, когда создаю кукольный наряд. Но сразу оговорюсь, да, я говорю про кукольный наряд, но понятно, что сюда все эти приемы можно использовать и для создания
мишечно-зайковой одежды, и если вы шьете уже готовым куколкам, таким, ну, готовым девочкам, таким как Блайз, Паола, другие. Во-первых, когда я создаю кукольный наряд, я всегда использую только натуральные ткани, за исключением шелка. Шелк в нарядах я не использую. Из шелка делаю только либо цветы, кстати, мы тоже цветочки рассмотрим в клубе, либо использую их для каких-то бантиков, да, или, ну, может, как-то еще в отделке аппликации, но из шелковых тканей я наряды не шью. Использую только хлопковые натуральные ткани, потому что, во-первых, они лучше окрашиваются. То есть с синтетикой всегда бывают какие-то проблемы, она так плохо подается, когда плохо крашится, когда ее макаешь в тарелочку с краской, какие-то разводы всегда могут оставаться, но вообще синтетика не любит, когда в нее вмешиваются. Поэтому я стараюсь избегать вообще любых волокон, любых тканей, в которых есть синтетические волокна, потому что даже есть какие-то вот добавления смешанные, да, сейчас текстиль, он настолько непредсказуем, что его делают, ну, прям чуть ли не из отходов нефтепродуктов для уменьшения себестоимости ткани, добавляют эти всякие, ну, не очень качественные волокна, вот, которые потом не окрашиваются. И в результате получается такая, не всегда получается тот результат, который нужен. С хлопковыми тканями таких проблем не бывает. То есть хлопок вбирает в себя именно тот цветовой пигмент, который вы развели в чашке. Поэтому, так как я люблю и давно уже освоила эту технику окрашивания, тонировки, конечно, мои фавориты при выборе ткани это, конечно, хлопковые, натуральные, кроме шелка. Плюс хлопковые ткани хорошо поддаются влажной тепловой обработке, да, их всегда очень легко сформовать как-то, состарить, помять, там, сделать складочки. Если вы когда-то работали там с органзой, другими такими синтетическими и искусственными тканями, то, знаете, они практически не... Ну, вот их прелесть в том, что они не сминаются, а в кукольной одежде этот, как правило, плюс является минусом. Поэтому, если вдруг только начинаете создавать кукол или мишек, да, и задумались вот именно о пошиве одежды, посмотрите обязательно, ну, присматривайтесь к тканям из натуральных волокон. Да, я часто использую лен, но мне кажется его переплетение немножко грубоватым. Я думаю, что лен больше подошел бы таким куклам в стиле бохо, да, или больше что-то к руссконародному, ну, как к руссконародному стилю. Мои же куколки немножко такие все-таки волшебные, и я думаю, что лен не всегда подходит к тем образам, которые я создаю. Второй пункт – это рисунок на ткани. Это очень, так сказать, важная часть ткани, то, какой на ней нанесен рисунок. Прежде всего, я, конечно, выбираю ткани с мелким рисунком. То есть мелкие рисунки довольно, ну, гармонично смотрятся, так как мои девочки небольшие. И прежде всего, когда я подбираю, да, или выбираю ткань, я смотрю, чтобы на ней был небольшой рисунок. Лучше, если это будет какой-то неяркий. Чаще всего это цветочные принты, потому что они больше подходят к куколкам, да, либо горошек.
либо рисунок, имитирующий или создающий иллюзию горошка. Ну и, конечно, такие вот так я вам больше-меньше я хотела вам как можно меньше показывать тильды и побольше других тканей. Ну вот все, что смотрю с мелким рисунком, мне вообще-то попадается тильда. Во-первых, это рисунок не должен быть каким-то большим, хотя я вам говорила, да, на других эфирах, что я покупаю ткани с крупным принтом, но в основном использую их не как самостоятельную ткань, а для того, да, чтобы вырезать фрагменты, опять же, на кокетки. Вот, то есть тут, например, можно сделать целый пояс, вырезать, да, из цветов, но это вот то, что попалось. Поэтому, если брать ткань на основное платье, то это, конечно, преимущественно мелкий рисунок в цветочек или в горошек. Реже бывает клетка. Я стараюсь клетку или полоску использовать как дополнительный элемент. И прежде всего, когда я уже определилась с тканями, которые буду использовать, я стараюсь дополнить их еще несколькими тканями. Чаще всего это какие-то однотонные ткани. Вообще вот хотела сказать девочкам, что девочкам тем, кто испытывает трудности именно в комбинировании, да, и подборе ткани, вы выберите себе однотонную ткань именно тех цветов и оттенков, которые вам нравятся. То есть, наверняка у вас немножечко другая, может быть, любимая цветовая гамма, фиолетовый, коричневый. Либо это можно использовать как окрашенную ткань, да, либо готовую, то есть тут совершенно не важно. И используйте основную ткань либо на платье, либо вот как я на Аврорином наряде. У меня, допустим, не было времени 2 дня сидеть, да, и подбирать интересные ткани с учетом того, что образ Авроры, был уже сформирован и закончен. То есть, когда я шила этот наряд, Аврора была готовой куклой, и я легче, и мне интереснее подбирать наряды именно когда на этапе создания куклы. А потом, когда кукла уже готова, ей мало что подходит, поэтому я как раз-таки воспользовалась вот этим принципом. Я взяла однотонную ткань и дополнила ее. В данном случае здесь рисунок вышит, но это вполне, если бы у меня не было такой ткани, потому что я купила на барахолке, и мне хотелось с ней очень поработать, а это очень красивое кружево из Испании, то я бы дополнила пальтишко тоже светлой тканью с небольшим рисунком. То есть вот, выбирайте однотонную ткань и дополняйте ее любой другой тканью, смотрите, да, в которой есть подобный цвет. То есть вот здесь вот этот синий цвет, он перекликается вот с этими цветочками. То есть его здесь мало, но этого уже достаточно для грамотного комбинирования. Также, например, если убрать вот этот синий цвет, сюда подошел бы вот этот розовый. Посмотрите сразу, какой нежненький. А почему подошел сюда розовый? Потому что здесь цветочки есть розовенькие. Оранжевый цвет бы сюда подошел, потому что здесь есть оранжевенькие цветочки. Этот, может, оранжевый немножечко такой агрессивный, но если вот он был бы немножечко вот этот телесный потеплее, вот с таким оранжевым тоже эта ткань бы хорошо сочеталась. Здесь можно взять тоже либо однотонную, либо ненавязчивую полосочку, да. Также, например, вот такая красная ткань сочеталась бы вот с мелким рисуночком, потому что здесь в центре цветочков, да, тоже есть
небольшие... Ой, это, смотрите, это красная шапочка. Аврора могла бы стать красной шапочкой. То есть вот буквально 2 ткани, а посмотрите, сколько разных образов, да, мы уже собрали, даже вот случайно создали образ красной шапочки. Дальше, неважно, любите ли вы какие-то яркие сочетания цветов или более пастельные, посмотрите, да, выбрав однотонную ткань, вы можете сочетать ее с полосочкой, тут с оттенками, например, да, там, с более яркой полосочкой, это прям что-то такое новогоднее получается, либо, опять же, с чем-то не очень контрастным. Вот этот именно совет, я думаю, что будет полезен тем девочкам, ну, которые прям действительно испытывают трудность вот, ну, в сочетании ткани. Например, вот такую полоску, если не рассматривать ее как самостоятельное платье, все, оно, в принципе, может и самостоятельное платье, да, опять же, но чтобы не было скучно, можно однотонную ткань использовать на низ или сделать какой-то фартучек. То есть ваш образ уже играет, уже появляются какие-то акценты. И таким образом, выбрав 2 ткани, да, 2 ткани на наряд и дополнив там чулочками, шапочками, можно уже интересно поиграть. Это что касается комбинирования однотонной ткани, да, и не однотонной. Опять же, да, я, может, немножечко повторюсь, если вы затрудняетесь, то вот такой способ, одна цветная с рисунком, одна однотонная, вам, мне кажется, должна помочь в создании выбора. Скажите, пожалуйста, какое количество цветов ткани вы считаете оптимально? Какое чересчур? Да, я считаю, что 2-3 ткани, ну, давайте прям на примере, да. Во-первых, здесь использовано 3 ткани однотонная. Вот здесь, честно, девочки, я могла заменить спокойно любым мелким цветочком, он бы при вот состаривании, да, смотрелся бы не таким чистеньким и беленьким. И какая-то ткань, которая служит такой маленькой изюминкой. То есть, если бы я взяла вот эту ткань на все платье, мне кажется, оно как бы привлекало к себе больше внимания, да, и уже отвлекало, например, от пальтишка. Опять же, можно делать, ну, если вас смущает что-то вверх, это представьте, что это платье, а внизу вот любая вот такая тканюшечка, да, которая видна. И, например, 3-ю ткань я бы использовала на подклад. Ну, я всегда люблю такую небольшую многослойность. То есть вот 2-3 ткани максимум, которые можно, я использую в нарядах. И здесь вот то же самое. Здесь у меня наверху это хлопок. То есть, посмотрите, хлопок, небольшой розовый акцент, а это уже трикотаж, и дополнением служит, да, именно кружево. То есть, опять же, 3 вида тканей. Хлопок, но здесь, так как это тоже мастер-классное платье, не хотела прям забивать его какими-то рисунками, да, мне важно было, чтобы девочки могли, не отвлекаясь на рисунок, посмотреть, ну, объяснить на нем принципы пошива платья. То есть тоже, да, хлопок, трикотаж, и здесь как бы роль ткани выполняет кружево. Все равно прям как подклад у платья идет. Вот, но я использую еще дополнительные цвета, это трикотаж, да, для чулочков, которые тоже поддерживают цветовую гамму. То есть считается ли это, о чем идет речь, именно о платье, то 2-3 красивые ткани в наряде
достаточно. То есть я уже не представляю, как, например, 5 разных тканей сочетать с собой так, чтобы это не было кашей. Но вы учтите, что в создании образа у меня еще участвуют дополнительные ткани, такие как чулочки, да, рукавчики и головной убор. То есть я все это сразу стараюсь. То есть в основном 5-6 тканей, которые у меня участвуют в образе вообще. То есть всегда чулочки или носочки, одна ткань, да, чаще всего, 2-3, ну возьмем 3 платья и одна ткань головной убор, то есть 5-6 тканей максимум, да, если, например, есть какие-то еще накидочки, для завершенного интересного образа будет достаточно. Так, ну и что я еще хотела сказать в завершение? Я бы посоветовала, если вы испытываете трудности, да, с подбором ткани, прежде всего, избегать каких-то ярких тканей с крупным рисунком. То есть, ну вот, опять же, да, вот если речь идет именно об авторской кукле, да, понятно, что, например, из такой ткани шить платье для Блайс какое-нибудь простенькое было бы шикарно. Если именно об авторской кукле, я бы старалась, ну, избегать каких-то крупных цветов, ярких оттенков, особенно если вы не понимаете, красиво это смотрится или нет, то я думаю, вот я бы в начале, ну, как в начале своего творческого пути, я бы вообще не знала, с чем сочетать ткани. Скорее всего, я бы добавила какое-нибудь розовенькое, и, ну, это было немножечко бы банально и не совсем интересно. Старайтесь избегать прям ярких, больших цветов, потому что, во-первых, они могут отвлечь внимание от самой куклы. То есть, прежде, если говорить именно о кукле или мишке, зайке, то вы прежде всего, ну, как продаете именно ее, одежда, она служит как бы дополнением к своей кукле. Но я сейчас хочу сказать, что это, ну, исключение, то есть, если вы шьете отдельно одежду, если вы шьете одежду для Блайс и продаете ее комплектом, то тут, конечно, прежде всего, ну, вам нужно выделиться, и вполне возможно, какие-то крупные, яркие рисунки вам в этом помогут. То есть, но не путайте создание образа для авторской куклы, да, когда одежда не снимается, куклу не переодеть. И прежде всего, чтобы, ну вот, самое главное, да, не сделать такую ткань, которая бы отвлекала от куклы. Понятно, что если вы делаете куклу с розовыми волосами, и у вас немножко такой, не знаю, такой криповенький, может, стиль, но не в том плане, что он криповый, черный, а вы, может, любите там какие-то прям неоновые оттенки, тогда мое правило будет совершенно бесполезно, там, я думаю, чем ярче, интереснее, крупнее рисунок, тем, ну, ваша вещь будет, ну, уникальнее, интереснее. Я сейчас, ну, хочу особо, да, обратить внимание, я говорю именно о своей авторской кукле, когда одежда служит дополнением кукле, а не самостоятельным элементом. Поэтому избегайте крупных рисунков, да, например, вот, опять же, вот такое платье, да, я, например, ну, из такой ткани с крупными цветами, такие довольно контрастные, я не вижу на своих куклах. Ну и пятое, что бы я хотела сказать, да, у нас, то есть, смотрите, первое, это 5 правил, которыми я пользуюсь при выборе одежды, это натуральные ткани, я выбираю рисунок, да, лучше мелкий, и комбинировать с однотонной. Делаю упор на цветовую гамму, вот, и выбираю, как правило, 2-3, максимум 4 ткани для платья, и декор. То есть я могу шить простое платье, то есть, смотрите, да, вот здесь платье, здесь раз шов, 2 шов и шов. И шью такое платье я максимум за минут 20, но декорировать я буду его дня 2. То есть декор для меня это
Тоже такой пункт, которому я уделяю очень много времени. Все мои платья, кстати, ну, они очень простого кроя. То есть у меня практически нет выточек, потому что все мои девочки, они такие, как детки, у них нет разницы между грудью, талией и бедрами, поэтому я не использую выточек. Я не режу ткань на 26 частей, потом не шиваю, за исключением тканей, за исключением платья для цирковой девочки и цирковой Тедди Долл Ильса, которая была. Да. Вот, чаще всего, конечно, это очень простые по крою наряды, но я вылезаю за счет отделки. Всех крепко обнимаю, не болейте, всем пока-пока.